Звон ложки о край кружки прозвучал для Лёши как выстрел. Он вздрогнул, расплескав темный чай по клеенке, потрепанной, с царапинами, с въевшейся грязью по швам. Из соседней комнаты снова послышалось тяжелое булькающее дыхание. Мать дышала так, будто воздух проходил сквозь разбитое стекло. Лёша стиснул зубы. Третьи сутки этот звук не давал ему покоя. Он слышал в нем не боль, а упрек, молчаливый, липкий, от которого хотелось сорваться и уйти. Но на улице его ждали те, кому он задолжал больше, чем стоила его жизнь. «Лёшенька», — донесся шепот, сухой, как осенний лист. «Воды?» Он громко поставил кружку на стол, не двинулся с места. В груди клубилась злость. Не на нее, а на это медленное угасание, которое, как ему казалось, она нарочно затягивала. Врачи говорили о раке, о метастазах в позвоночнике, но Лёша не верил. Ему было легче думать, что это спектакль. Мать всегда умела страдать так, что всем становилось стыдно. «Притворяется», — шипела мысль. «Волосы выпали — это правда, но не вставать 3 дня — это чтобы я дома сидел, чтобы к ребятам не ушел». Где-то глубоко он знал — это ложь, но признать правду значило признать себя чудовищем, а в роль жертвы было легче играть. «Сама налей!» — крикнул он. «Вставай! Врачи говорили, двигаться надо, а ты лежишь, будто приросла». За стеной наступила тишина. Только тиканье старых часов в коридоре. Тик-так, тик-так отсчитывало уходящее время. Потом скрип пружины, шорох, тяжелый вздох, полный такой боли, что у Лёши похолодело внутри, но он не пошел. Шарк, шарк. Она встала, пошла. И тут глухой удар, звон разбитой посуды. Лёша зажмурился. «Ну что опять?» — выдохнул он. «Мам, хватит! Я не сиделка! Вставай сама!» Из комнаты не донесся ни стон, ни просьба, только густая давящая тишина. И в этот момент в дверь не постучали, в нее ударили. Грохот сотряс хлипкий косяк, посыпалась штукатурка, дверь дрогнула, но устояла. Лёша подбросила на стуле, кровь отхлынула от лица. Он узнал этот удар. Дилеры. Долг не отдан. «Открывай, тварь!» — прорычал голос за дверью. «Знаем, ты дома!» Лёша метнулся по кухне, как загнанная крыса. 5-й этаж. Окно заклеено. Дверь — тонкая фанера под дерматином. Выдержит еще 1 удар. Максимум 2. «Раз, 2!» — крикнул голос. «Ломаем!» Страх парализовал. Он забыл про мать, забыл обо всем. Инстинкт вытолкнул его в свою комнату. Он захлопнул дверь, задвинул шпингалет, жалкий детский, и забился за шкаф, накрыв голову курткой. Бах! Дверь распахнулась с треском. Замок вылетел, ударившись о стену. Тяжелые шаги. 2, может, 3. Грязные ботинки громко стучали по полу. «Где он? Эй, дурь, вылезай!» Лёша перестал дышать, зажал уши, шептал беззвучно: «Не найдут, уйдут». Они вошли на кухню. Звон упавшего стула, мат. «Где? Пусто. В комнатах смотрите». Шаги приближались. Сейчас дернут ручку, выбьют дверь, и начнется. И тут скрип половицы у маминой двери. «Это кто еще?» — дрогнул голос бандита. Лёша прижался ухом к щели. Шорох. Тихий, шелестящий. И дыхание, свистящее, надрывное. Но шаги не останавливались. Мать шла. Это было невозможно. Врачи говорили, любое движение — адская боль. Она упала минуту назад, но она шла. «Стой, бабка!» — крикнул второй. «Где сын? Где деньги?» Шаги не замедлились. Шарк, пауза, вздох. Шарк, пауза, вздох. Так не ходят люди. Так ходят те, кто вернулся с того света. Доделать последнее дело. «Уходите!» — прошелестел ее голос. Это был не шепот с просьбой воды. В нем звенела сталь, истонченная, но не сломленная. «Ты чё, глухая?» — бандит сделал шаг назад. «Мы за Лёхой, долг у него». «Уходите!» —
— повторила она, громче, без страха, только с невероятным усилием удержать душу в разваливающемся теле еще на миг. Лёша сидел в углу, охваченный стыдом и страхом. Его умирающая мать, которую полчаса назад он назвал притворщицей, вышла навстречу волкам, без оружия, в ночной рубашке, босиком по холодному полу. «Да она труп ходячий», — хмыкнул первый, но нервно. «Вась, она тут сдохнет, нам это не надо». «Сына не дам». Каждое слово давалось ей ценой жизни. Лёша приоткрыл дверь на палец. В тусклом свете коридора стояла Анна. Она держалась за стену, пальцы белые, как мел, халат болтался на острых плечах. Перед ней двое здоровых мужчин в кожаных куртках. Первый занёс руку, чтобы оттолкнуть её. Но рука замерла в воздухе. Анна смотрела ему в глаза. В её взгляде не было ни злобы, ни мольбы. Там была черта, последняя черта, за которой только тишина. «Не тронь», — выдохнула она, и ноги её подогнулись. Она не упала. Она медленно опустилась на колени, прямо на грязный коврик у порога. «Ты чё творишь?» — испуганно выдохнул второй. «Вставай!» Она не встала, поползла вперед. Ее дрожащая рука потянулась к ботинку главного, обхватила штанину, прижалась щекой к пыльной коже. «Сыночка, не надо. Он глупый. Я отдам все. Пенсия во вторник. Заберите. Только не бейте Лёшу». Время остановилось. Бандиты, люди, привыкшие ломать кости, попятились. Вид умирающей женщины, целующей их грязь ради сына, спрятавшегося за дверью, выжег в них всю жестокость. Главный рванул ногу. «Пошла вон», — промормотал он, вытирая руки о куртку. «Вась, уходим, здесь смертью воняет». «А долг?» — растерялся второй. «Простили», — рявкнул главный уже на лестнице. «Западло. Пусть подавится своей дурью». Перед тем, как захлопнуть дверь, он обернулся, посмотрел прямо в щель, где белел глаз Лёши. «Слышишь, тварь?» — крикнул он. «Молись на мать, из-за неё жив. Пока». Грохот двери, шаги стихли. Тишина навалилась плотной стеной. «Мам!» — позвал Лёша тихо. Никто не ответил. «Мам, ну что ты там?» Тишина. Только капли воды из крана. Кап, кап, кап. Он открыл дверь. Анна лежала на коврике, лицом вниз, рука вытянута вперед к тому месту, где стояли чужие ботинки. «Мамочка!» Лёша упал рядом, перевернул её. Она была лёгкой, пугающе лёгкой. Глаза открыты, смотрят в потолок, но уже не видят. Губы застыли в тонкой полуулыбке. «Мамочка!» И он стряс её за плечи. «Дыши, я скорую вызову!» Схватил запястье. Пульса не было. Лёша прижался лбом к её груди. Запаха лекарств не осталось, только пыль и холодный воздух с улицы. И в этой звенящей тишине из его груди вырвался не крик, а вой. Он рыдал, уткнувшись в ее халат, а над ним, в темноте коридора, безмолвно сиял свет, забытый всеми, но не погасший. Мораль этой грустной истории: не дожидайся последнего вздоха, чтобы понять ценность любви. Тот, кто рядом в твоих слабостях, не обуза, а ангел в человеческом обличье. Материнская жертва не требует благодарности, она требует одного — увидеть ее до того, как станет поздно. Ибо нет боли страшнее, чем осознание, что ты прятался за дверью, пока за тебя стояла на коленях сама любовь.